Дорогие друзья, всех приветствую со столицы Республики Абхазия, город Сухум. Мы приехали пожить в новый отель, который открылся год назад, и называется он Grace Aqua Villa, и входит в сеть отелей Grace. Я думаю, что многие слышали, может быть, даже отдыхали в этой сети. Они есть и в Сочи, и в Адлере, и на Красной Поляне. И сейчас эта сеть активно развивается и в Абхазии. При заселении были приятно удивлены. Встреча с президентом Республики Абхазия Асланом Джания. Очень мило, приятно пообщались, пожелал нам приятного отдыха. Ну а мы планируем сейчас отправиться на пляж, изучить территорию отеля, ну и, конечно же, всю информацию вам обязательно расскажем. Grace Aqua Villa – это новый бутик-отель, в котором всего 25 номеров, и расположен он в районе города, который называется Маяк, рядом с одноименным сооружением 19 века и в 15 минутах езды от центра города. Отель находится на первой береговой линии, имеет собственный пляж, спа-центр и подогреваемый бассейн. Ну а мы сейчас отправляемся заселяться в наш номер. Живем на втором этаже. И номер у нас категория называется «Стандарт с видом на море». Есть стандарты с видом на гору, то есть на обратную сторону. Ну и давайте буду показывать вам наш номер. Двуспальная кровать. Есть номера с двумя раздельными. Очень такое приятное постельное белье. Так как отель новый, работает всего год, соответственно, здесь все свежее, чистое, современное. Смотрите, гостям отеля предоставляется 2 бутылки воды, чай, кофе, понятно, чайник, чайные кружки. И очень такой для меня важный момент в отелях, это очень редко. Смотрите, есть гладильная доска. Здесь получается утюг, фен, такой достаточно неплохой. Также сейф. Смотрите, предоставляются халаты, тапочки и, получается, в дополнительные подушки и одеяло. Вдруг холодно, да, если, к примеру, это заезд зимний. Дальше. Сплит-система. Все есть. Зеркало на входе, да, тоже, что немаловажный момент. И покажу вам сейчас ванную комнату. Тоже все очень приятно. Получается душ, душевая кабина. И вот посмотрите, мыльные принадлежности. Даже, смотрите, швейный набор, косметический набор, зубные щетки. Даже расческа есть. И здесь у нас даже есть бритвенный набор. Ну, то есть по оснащению, я считаю, прям очень даже неплохо. И полотенца тоже есть. Получается, серые это у нас пляжные полотенца и белые банные. Ну и, конечно же, пойдемте с вами на балкон. Так, пока идем на балкон, вспомнила, не показала холодильник. Смотрите, холодильник стандартный, небольшой, как и, в принципе, практически во всех отелях. Так, и выходим на балкон. Хочу отметить, что здесь есть москитная сетка, очень удобно. И особенность вообще нашего номера, посмотрите, вот этот балкон, терраса, она идет общая на несколько номеров. Сейчас посмотрим, сколько. Раз, два, три, 4, 5. То есть получается 5 номеров, и у всех выход на общую террасу. У каждого есть 2 стула, стол. В принципе, я думаю, что будет комфортно. Ну, посмотрим. Мы только заселились. Но есть, видите, номера тоже с видом на море на 3-м этаже. Тут, получается, у каждого свой балкон. И выше, я так понимаю, там, наверное, уже люксы. Потому что здесь есть еще другие категории номеров. И посмотрите, вот такая красота у нас скрывается с террасы. Вид на море, на территорию отеля. Получается такой светлый коридор. И хочу обратить внимание на то, что здесь есть лифты и стоит на каждом этаже кулер, что очень удобно. Территория у отеля компактная,
небольшая. Вот так выглядит сам корпус со стороны. Смотрите, здесь есть теннисный корт, также есть место, где вечером горит костер, можно посидеть, отдохнуть. И бассейн в отеле один. Большое преимущество, что он подогревается, соответственно, для отдыха, особенно вне сезон. Ну и сейчас, пока море еще прохладное, вот это корпус спа, и получается прям оттуда вы можете выплывать в бассейн, что очень удобно, опять же, в зимнее время. Ну и сейчас мы с вами выходим уже непосредственно на пляж. Отель находится на первой линии, никаких здесь дорог, машин, ничего нет. В этом плане, конечно, классно. Погода у нас сегодня ясная, очень тепло. Ну и сейчас посмотрим сам пляж. Красота! Смотрите, в чем здесь преимущество. То, что здесь не будет большого количества туристов. Длинный пляж, тишина и спокойствие. При входе в море у нас идет немного песок, мелкая галька, где-то крупная галька. И еще хочу сказать одно большое преимущество. Здесь рядом с этим отелем нет поблизости рек, которые впадали бы в море. Ближайшая река здесь находится аж в 4 километрах, поэтому здесь чистейшее море. Здесь все прекрасно. Друзья, хочется дать вам пару советов, как приехать на отдых в Сочи и в Абхазию и не разочароваться в отдыхе. Очень часто туристы бронируют отели, не понимая нюансов здешних мест. Наша команда живет в Сочи и в Абхазии, и мы лично на себе проверяем самые лучшие, самые топовые отели побережья. Нашей компании уже более 18 лет. У нас есть стационарный офис в городе Красноярске, и также мы бронируем туристов по всей России онлайн. Бронируем для вас туры с перелетами, а также просто отели. Если вы оформляете тур онлайн, то все необходимые документы, договор, страховки, ваучеры мы отправляем вам на электронную почту. Если у вас есть вопросы, друзья, все контакты есть в описании под нашими видео. Ну а мы сейчас отправляемся смотреть спа-комплекс в отеле. Называется он «Цветок Одиссея». Это отдельное здание. Здесь есть сауна, хамам, но сейчас мы вам все расскажем. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать в спа-центр «Цветок Одиссея». Меня зовут Екатерина. Очень приятно. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Мы сейчас с вами в спа и заходим в термальную зону. Смотрите, здесь для гостей отеля бесплатно финская сауна. Сейчас я вам покажу. Очень прилично. Внутри достойно. Такая вот красота. Дальше здесь есть, посмотрите, купель. В этом же месте, получается, есть еще душ. И здесь, получается, хамам. Пока туристов нет, снимаю вам. Это, получается, у нас хамам. Камера запотевает. Но я думаю, все понятно. Также, смотрите, здесь, получается, есть туалетная комната, душ и раздевалки мужская и женская. Смотрите, получается, здесь сразу вы можете после финской сауны или хамам пойти в бассейн. Очень удобно, что выход прям из спа-зоны. Особенно классно зимой, потому что вода теплая, и вы непосредственно прям в помещении заходите в теплую воду. И смотрите, здесь, на мой взгляд, замечательная зона отдыха, где гости после сауны либо хамам могут отдохнуть. Такие достаточно приличные шезлонги. Здесь есть чай, кулер, что тоже очень удобно. Также, смотрите, в спа-комплексе есть детская комната, что очень удобно. Я думаю, родители это оценят. Когда вы проводите время в хамаме, ваши дети могут тут порисовать, есть разукрашки, какие-то конструкторы, ну и в целом провести здесь время. Также в отеле есть тренажерный зал, достаточно, я считаю, неплохой. Все необходимое есть. Он также находится в спа-комплексе. Также здесь рядом есть душевая, туалетные комнаты.
Покажу вам завтрак, чем балуют гостей. Так, смотрите, здесь у нас хлопья, мед, джемы. Так, смотрите, каша пшеничная на молоке. И здесь, получается, у нас бульоны. Очень все симпатично. Яйца сваренные. Так, здесь у нас яйца, рис, бекон, запеканки. И здесь, смотрите, у нас, получается, есть оливки и разные соусы. Фрукты. Очень все красиво. Смотрите, сырники, запеканка. И есть даже рыба. Салат, нарезки овощные. Большой, кстати, выбор сыров. И здесь у нас, получается, сухофрукты. Вода, получается, детокс, йогурты, мацони и, получается, сладости. Кофемашина стоит. Очень все симпатично. И так выглядит, смотрите, ресторан, где проходят завтраки, обеды и ужины. И самая фишка, самая изюминка — это открытая терраса, где можно покушать вот с таким прекрасным видом. Обзор завтрака я вам сняла, я думаю, вам все видно. Я считаю, что выбор достаточно большой. Есть все необходимое: и каши, и бульоны, и яйца в разных вариациях, и десерты. И, кстати, здесь очень вкусное кофе. Поэтому нам желаю приятного аппетита, а вам хорошего настроения. И перейдем к выводу. Хочется начать с цен. Смотрите, друзья, сейчас до середины июня действует акция. Очень хорошие цены от 7 тысяч рублей до 9 тысяч рублей за сутки на двоих человек с завтраками. После середины июня идет уже рост цен, потому что высокий сезон, и стоимость на отель вырастает примерно на 40%. Поэтому, если вы в ближайшее время планируете посетить Абхазию, я настоятельно рекомендую бронировать уже сейчас, так как номерной фонд в отеле маленький, вообще это бутик-отель, всего около 30 номеров, соответственно, заканчиваются они очень быстро. Лично мне этот отель очень понравился, я здесь прям отдохнула душой и телом. Во-первых, почему? Здесь все новое, все современное. Уже говорила, что отель открылся буквально год назад. Прекрасные номера. Если вы возьмете их с видом на море, то вы будете просыпаться под шум волн, наслаждаться видами на море. Что касается питания, здесь тоже, на мой взгляд, все очень прилично, вкусно, большой выбор. Есть даже красная, белая рыба, что это? Ну, не то чтобы крайне редко, в отелях Абхазии я такого не встречала. Хочу отметить качественное, вкусное кофе, и вообще обстановка в ресторане очень приятная. Следующим жирным плюсом я хочу отметить это спа-центр. Есть хамам, есть спа, отличный бассейн. Причем бассейн зимой подогревается, он даже и сейчас подогревается еще. Соответственно, для туристов, кто планирует отдохнуть в зимний период в качественном отеле с подогреваемым бассейном, это будет хорошим вариантом. Отель расположен на первой линии, то есть буквально за 3-5 минут от своего номера вы оказываетесь на пляже. В сезон шезлонги, зонтики, все это будет стоять, все будет оборудовано. Сложно на самом деле для меня лично найти в этом отеле минусы, но единственный нюанс, может быть, для кого-то будет это минус. То есть отель расположен не в самом центре города Сухум. Он расположен в 15 минутах езды от центра. Можно доехать либо на общественном транспорте, на такси, либо на своем автомобиле, если вы приехали на машине в Абхазию. Но смотрите, если мы будем говорить про отели в центре, то вы не получите такого уединения, такого чистого моря, такого релакса, конечно, в центре города нет. Поэтому для нас лично это является плюсом. Здесь немноголюдно, здесь длинный пляж, есть где прогуляться, поэтому выбирать
вам, конечно же. Очень приятно, что в Абхазии открываются отели с высоким уровнем сервиса. И эта страна может предложить туристу не только экономичные бюджетные варианты, например, в летнее время, но и достойные, качественные отели, которые работают круглогодично. Лично я обязательно вернусь сюда еще на отдых, потому что я уже занесла его в копилку своих любимых отелей в Абхазии. А если вы хотите побывать здесь, все контакты у нас есть в описании. Я с большим удовольствием помогу вам отправиться на отдых. До скорых встреч!